Ну вот и все, спустя 12 лет ожидания в GTA Online возвращается Майкл. Rockstar выпустили трейлер зимнего обновления под названием «Убежище среди холмов», показав кучу нового контента: особняки, миссии, транспорт и так далее. Сегодня детально разберем все показанные кадры, прикинем, сколько денег понадобится на DLC и обсудим точное время релиза апдейта. Усаживайтесь поудобнее, погнали! Роскошные особняки за миллионы долларов совсем скоро появятся в GTA Online. Рекомендую заранее подготовиться к обновлению и прокачать своего персонажа в моей группе по накрутке. Любое количество денег, любой уровень, тысячи положительных отзывов и самое главное, никакого бана. Ссылка само собой в описании, переходи и заказывай лучшую прокачку в Рунете. Трейлер встречает нас с шикарными видами на один из особняков. Кстати, всего их будет 3, это официальная информация с сайта Rockstar. Далее видно, как несколько игроков занимаются йогой на крыше особняка. В сюжетной кампании мы делали это за Майкла, теперь пришло время помучиться онлайн-персонажу. За процессом наблюдает собака, а на заднем фоне можно заметить вертолетную площадку. Далее постаревший Майкл со своей крайне изменившейся за 12 лет женой Амандой приходит в гости поздравляют с покупкой особняка. Парочка до сих пор вместе, все хорошо, значит, что концовка «спасти обоих в сюжетной кампании» канон. Теперь спорить по этому поводу бессмысленно, это факт. Кстати, заметил у Майкла какую-то суперсовременную модель телефона. Такое ощущение, что это просто прозрачный кусок стекла со всех сторон. Выглядит необычно. На следующих кадрах демонстрируют особняк изнутри. Во многих комнатах видны экранчики с одной из главных фишек. Это ИИ-консьерж. Он будет нашим помощником как в профессиональных, так и в личных делах, а также сможет увеличивать прибыль за счет ускорения производства. На выбор будет 3 разные личностные модели искусственного интеллекта. Отличия наверняка в голосе и в формате общения. В мониторе компьютера в офисе можно заметить всеми знакомый главный пульт управления. Точно такое же оборудование установлено в подвале игрового зала и с недавних времен в Террорбайте. Помимо этого в особняке будет огромное хранилище, но как оно работает, неизвестно. То ли будет пополняться при фарме в главном пульте управления, то ли после прохождения сюжетных миссий от Майкла, то ли вообще за счет всех возможных активностей в мультиплеере. Возможно, хранилище — это просто огромный сейф, как и в других предприятиях. Мы зарабатываем бабки, а ИИ-консьерж спустя некоторое время их увеличивает. Выручка постепенно накапливается в хранилище, откуда потом ее можно будет забрать. Кстати, помимо денег, здесь есть как слитки золота, так и огромная куча наркотиков. Следующий кадр — это небольшой кусочек оружейной мастерской. Судя по описанию с официального сайта, мастерская будет доступна только тем, у кого есть агентство. Почему? Непонятно, но факт остается фактом. На очереди гараж. Выглядит просторным, можно заметить 8 припаркованных транспортных средств по стенке вдоль гаража и 1 красный автомобиль ближе к центру. Сколько всего будет слотов для хранения, неизвестно, но что-то мне подсказывает точно больше 9. Из новых тачек можно заметить красный суперкар Vapid FMJ Mark 5, основанный на Ford GT GR3, зеленую классику, напоминающую Ferrari 365 Daytona, кстати, она же изображена на официальном арте обновления. Кроме этого, синюю новую BMW в кузове M5 E39 называться, скорее всего, будет Ubermacht Oracle RS или что-то в этом духе. Далее электрический Pfister, основанный на Porsche Mission X. Помимо этого, его показали на 2 других официальных скриншотах. Ну и еще одна новая Ferrari, на этот раз 208-я, 308-я модель. Получается, как минимум 5 новых автомобилей находятся в гараже. Возможно, их больше, но тачки вдалеке, к сожалению, плохо видно и различить проблематично. Никто не сомневался, что в особняке будет зона игровых автоматов. Единственный момент — фишка доступна только владельцам игровых залов. Остальные, к сожалению, не смогут поставить автоматы к себе в поместье. Далее несколько кадров интерьера. Видно, что будет куча мест взаимодействия. Тут стулья, чтобы присесть, здесь бар, что-то выпить, там планшет искусственного интеллекта. Короче, моментов много. На релизе будем изучать. Но, честно говоря, мне до сих пор непонятно, как будет реализовано, что один и тот же особняк во владении у нескольких людей одновременно. Ладно бы, если вход в поместье был через загрузку, но на этом кадре отчетливо видно, что двери наружу открываются
без каких-либо катсцен и загрузочных экранов. Игрок подошел, двери открылись, игрок вышел. Все, как это дело будет реализовано, учитывая, что у всех разные стили интерьера, разные декорации, картины, трофеи и так далее. Напишите в комментариях свое мнение, будет интересно почитать. На очереди вечеринки. Да, будет специальная зона, куда, пригласив друзей-незнакомцев, можно устроить полноценную вечеринку в особняке с танцами, выпивкой и, возможно, даже диджеями. Постаревший Ави Шварцман, который уже не раз появлялся в обновлениях GTA Online, вновь возвращается, и на этот раз в какой-то серьезной миссии. Почему? Да потому что момент на ржавом буксире — это катсцена, а как вы знаете, катсцен нет в контактных миссиях, они только в более серьезных заданиях по типу ограблений, поэтому, как мне кажется, Шварцман будет играть не последнюю роль в этом DLC. Погони от полицейских на новых тачках. Опять же, это слева направо Porsche Mission X, Ferrari 365 Daytona и Ford GT GR3. Кстати, этот вопит первую неделю после выхода обновления будет эксклюзивным для подписчиков GTA+, а уже потом появится в продаже для всех остальных. На очереди какая-то серверная комната. Я не думаю, что это часть особняка, скорее локация из новой миссии, хотя вполне может быть, что это комната команды охраны. Да, кто не в курсе, у владельцев особняков будет целая команда отчаянных наемников в темных костюмах и тактических очках. Следующий кадр 100% часть миссии. Такого помещения в особняке точно не будет. Какие-то агенты в каком-то неизвестном доме шаманят что-то в компьютерах. Ничего не понятно, но очень интересно. Еще несколько миссий. Отстреливаемся от копов на мусоровозе, сматываемся на гидроциклах от военных вертолетов и катеров, уничтожаем электрический Обей Айваген пулеметом на броневике Минацер и наблюдаем за восстанием ИИ машин в кузове Карин Виваните. Да, кто не понял, у этих тачек нет водителей, ими управляет искусственный интеллект. В игре машинки будут называться Kno Way, а в реальной жизни точно такая же тема называется Waymo. Так что да, Rockstar в тренде, следят за происходящим в мире и делают обновления, связанные с искусственным интеллектом. Вполне возможно, именно ИИ станет главным антагонистом всего обновления. Ну, сами подумайте, какое-то восстание машин фирмы Kno Way, чей плакат разносят в клочья, плюс Майкл разбивает телевизор с искусственным интеллектом в особняке. Кстати, это явная отсылка на события 12-летней давности. Майкл ровно так же разнес телек Джимми в его комнате. Ну и напоследок парочка кадров с постаревшим Де Сантой. Обновление, к моему личному удивлению, выходит не во вторник, а в среду 10 декабря, то есть на один день позже, чем мы планировали. Скорее всего, либо в воскресенье, либо в понедельник станет доступна предзагрузка апдейта для консолей, и, как обычно, все сольют раньше времени. Особняки, новые тачки, миссии и так далее. Естественно, все сливы выложу в свой телеграм-канал, поэтому если хотите заранее знать все об обнове, подписывайтесь на телегу по ссылке в описании. Окей, переходим дальше. На очереди скриншоты с официального сайта. Начнем с экстерьера. Широкая подъездная дорожка, потрясающие открытые пространства, площадка для восстановительной йоги, роскошный бассейн, расслабляющая массажная ванна, надежный спортивный инвентарь, просторное жилье для ваших питомцев, просторный гараж и личная вертолетная площадка. Что касается фишек особняков, зона вечеринок, команда охраны, подиум для личного автомобиля, тут, кстати, новенький Porsche 928 Рестомод, оружейный арсенал, игровая комната и автомастерская. Пробежимся по интерьеру. Главная и гостевая спальни, комфортная зона для отдыха, уютная сигарная комната, харизматичный офис, элегантная комната для трофеев, надежное хранилище, частный салон красоты и ультрасовременный медиазал. Из интересного, в зоне отдыха стоит рояль. Круто, если на нем можно будет играть. Кстати, этот же рояль изображен на официальном арте, а значит, что помимо собаки можно будет завести и кошку в качестве домашнего питомца. Кроме причесок, в частном салоне красоты можно будет набивать татуировки, плюс на заднем фоне виднеется бассейн. Получается, окунуться в водичку можно не только на улице, но и внутри особняка.
комнате трофеев на макете карты Лос-Сантоса отмечены зеленые точки. Я без понятия, что они могут значить, напишите свои версии в комментариях, но видимо это как-то связано с новыми миссиями. Кроме всего вышеперечисленного, в GTA Online добавят ультрасовременный транспорт. 6 новых бричек мы уже запалили, но всего их будет около 15, а то и больше. Среди них, конечно же, полицейские дрифтовые машины, тачки с тюнингом ХАО, а также новые брички с возможностью установки генератора помех, включая воздушный транспорт без оружия. Плюс Rockstar анонсировали, что в игру добавят новые события свободного режима и ряд улучшений игрового процесса. Также совсем скоро во всех версиях GTA Online появится новый редактор заданий. С помощью этого набора инструментов вы сможете создавать и публиковать задания со сложными игровыми механиками, кастомными целями, произвольным расположением персонажей и не только. Денег, уж поверьте, понадобится много. Скорее всего, это самое дорогое обновление за всю историю GTA Online. Даже 50 миллионов, если скупать все самое лучшее, точно не хватит. Только полицейские машины будут стоить по 4-5 миллионов за штуку, плюс особняк, по словам Тесфанса, до 20 лямов, а там еще и десятки обычных машин с полным тюнингом, одежда и так далее. Вот и считайте, 100% понадобится более 50 миллионов, чтобы купить все самое лучшее и дорогое в этом апдейте. Точное время релиза — это среда, 10 декабря в промежуток с 12 до 13:00 по московскому времени. Как обычно, я проведу детальный стрим-обзор обновления на несколько часов, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Все важные ссылки на мои соцсети в описании, переходите в Telegram, сейчас там проходит розыгрыш халявной прокачки, перед апдейтом то, что надо. Как обычно, не прощаюсь, ведь мы в интернете, а это значит, совсем скоро увидимся.